Здравствуйте, дорогие родители, все заинтересованные люди в теме нашего сегодняшнего эфира. Тема у нас такая: тугоухость и логопедическая помощь, которая оказывается при тугоухости. Надо отметить то, что вы уже знаете. Если у вас ребенок имеет нарушение слуха, и вам говорят о том, что у ребенка тугоухость, нужно отметить то, что тугоухость – это стойкое ослабление слуха, при котором нарушается, во-первых, восприятие звуков окружающего мира, во-вторых, речевая коммуникация. И степень тугоухости, она может варьироваться, естественно, от незначительного снижения слуха до полной глухоты ребенка. И логопед с такими детьми работает в нашем РИА-центре, работает над развитием речи, речевого слуха, или, если это полное отсутствие слуха, то в этом случае способности понимать речь. То есть это мы тоже развиваем. Перед началом работы логопед производит, естественно, диагностику для того, чтобы установить текущий уровень, в общем-то, речевого развития ребенка и, в общем-то, имеющиеся нарушения с точки зрения логопеда. На основе полученных данных составляется индивидуальный план логопедических занятий и проводятся эти логопедические занятия. Логопед, естественно, использует разные методы, методики, приемы и технологии для того, чтобы работать с такими детьми в нашем РИА-центре. Логопед, в общем-то, строит свою работу по этапам. Первый этап – обнаружение и развлечение речевых и неречевых звуков. Ну, например, вот неречевой звук. Неречевой звук. Вот он. Неречевой. А речевой уже звук – это когда мы будем говорить о том, что, например, там большая свинка – хрю, 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 маленькая свинка – хрю, хрю, хрю. Ну, это вот, например, уже пошли у нас речевые звуки. Второй этап – это у нас развлечение часто используемых слов и фраз. Ну, например, это самое, берем вот такого замечательного ежа, например, говорим ребенку: дай такой. И сами ставим первую иголку. Ребенок ищет у нас и ставит вторую иголку. Далее, например, дай такой. То есть зеленый цвет, зеленая иголка. Ребенок берет и ставит, в общем-то, ставит следующую иголку зеленого цвета. То есть это, например, мы работаем с используемыми часто словами. То есть дай, дай такой, дай такую, найди такую. Над развитием фонематического слуха это у нас третий этап идет, когда мы работаем над развитием фонематического слуха. Здесь арсенал звуков может быть большой. У нас есть целый список, там, в общем-то, больше 40 звуков, которые мы можем здесь вместе с ребенком воспроизвести. От самой простой погремушки, которая у вас дома есть со звуком, фонематические яйца, например, то есть вот Машенька, то есть самоделки такие, в общем-то, неваляшки, Ванька, Встанька, это тоже у нас звуки. Самое простое, в общем-то, что мы сделали, что доступно было, это разного вида крупу поместили в банки, банки специально прозрачные, чтобы было видно, в общем-то. И вот мы работаем со звуками, естественно, звуки разные в зависимости от крупы, которая там помещается. Например, песочные часы, то есть еврейские, это тоже у нас для развлечения, в общем-то, звука, чтобы ребенок чувствовал, как падают эти самые шарики, камешки, как идет звук. То есть со звуками много-много всего, чем мы можем заниматься. Это третий этап развития фонематического слуха. И распознавание устной речи – это немного посложнее. Это, например, когда мы берем с вами простейший вариант, то есть салфетку, салфеткой накрываем игрушки и, например, работаем. Объясняем ребенку, что это дом. Ну, ребенок, может быть, и знает то, что это дом, но констатируем факт, что это дом. Помещаем того, кто в этом доме будет жить, например, Миша. Миша живет в доме. И просим ребенка, например, найди стул, стул, стул. И смотрим, различает или нет он звуки, понимает или нет обращенную речь.
найдет или нет он нам этот стул. Нашел, например, стул, поставил. Миша, стул. Садим Мишу на этот самый стул. То есть, и так до бесконечности, в общем-то, можно с любыми фигурками работать. Стул, стол, чашки, в общем-то. Вот мы, например, на детях младшего дошкольного возраста, так вот мы с ними работаем. Современные дети очень любят, в общем-то, вот такого рода нажималки. Можно как работать с ними? То есть вы берете, первый вариант это одна нажималка, но она, естественно, вот на плоскости лежит. То есть мы берем, например, со звуками. Например, взяли звук А. А. И ребенку предлагаем другую нажималку. Ребенок также берет, например, пробует А. Берем следующий звук, например. Смотрим, чувствует его ребенок или нет. Например, У. У. Ребенок также берет, также производит У. Вот у нас уже АУ есть. Далее что мы делаем? АУ. Ну и ребенок, в общем-то, то же самое воспроизводит со своей, в общем-то, тактильной такой поверхностью. Такие игрушки есть у всех, то есть вы с легкостью можете этим заниматься. Поэтому можно прийти на консультацию к нам, к нашим логопедам, и мы поделимся с вами информацией для того, чтобы у ваших детей зазвучала речь, для того, чтобы они услышали на том уровне, на котором возможно, человеческую речь и начали ее обрабатывать. Поэтому, дорогие родители, дорогие заинтересованные люди в теме нашего сегодняшнего эфира, мы, в общем-то, рады будем увидеть детей, помочь детям и их родителям. Родителям детей, у которых есть проблемы с тугоухостью. С вами была Бабаджанова Павлова Анна Валентиновна, логопед, психолог и дефектолог РИА-центра, город Калининград. Спасибо.